Добрый вечер, уважаемые телезрители. В студии по-прежнему я, профессиональный властелиз, деспотичный желчемет, яростный правдорубль и ваш помойный слуга Владимир Блудослов. Вы знаете, сегодня хотелось бы поставить жирную точку в этом нашумевшем интервью, которое наш всеми обожаемый вечный президент дал американскому журналисту, этому, как его, танкер, нет, катер, не так, шифер, кратер, шахер, махер, вышел нахер. Как же его зовут-то? Вот, Такеру Карлсону. Ну, по поводу этого парнишки могу сказать только одно. Просто красавчик. Не такой, конечно, красавчик, как я, но все равно молодец. Прилетел все-таки в Россию, не побоялся. Насколько я знаю, приехал за своими деньгами. За свои деньги приехал. И в своем сенсационном интервью показал всему миру, who ест мистер Путин. Я сейчас по-английски правильно сказал? И самое главное, что весь мир это понял. А кто не понял, тот поймет! И чтобы подвести итоги этого шедеврального интервью, я пригласил в эфир частую гостью моих передач. Это моя коллега и главный редактор телеканала «Раша Худей» Сигарета Мамонтян. Маргарита Симоньян. Здравствуй, Володь, рада тебя видеть. Спасибо, дорогая, я тоже всегда рад себя видеть. У меня к тебе такой вопрос. Ты ж смотрела интервью Какера Тайсона, да, с нашим президентом? Ты знаешь, Володь, если честно, я, к сожалению, смотрела это интервью не с нашим президентом, а со своим мужем Тиграном. Но от этого оно было не менее восхитительно. Ты знаешь, я вот абсолютно с тобой согласен. Ну вот правда, 2 с лишним часа смотрелось на одном дыхании. Просто невероятно. Я тебе больше скажу, как только это интервью закончилось, мы с Тиграном включили его еще раз, на этот раз уже со звуком, и я была в еще большем восторге. Да о чем ты говоришь? Он, когда про Рюрика начал рассказывать, я себе чуть ноги не ошпарил от восторга. Ты знаешь, меня настолько распирало от гордости, что после очередного распера пришлось окна открывать на проветривание. Да, Володь, ты абсолютно прав. Настолько информативное интервью с таким глубоким историческим анализом. Мне кажется, наш президент своими энциклопедическими знаниями просто разнес в пух и прах этого Каспера. Да он просто нокаутировал его, как, не знаю, как Кучера Дудя в свое время. Такое количество выдать исторических фактов. Одни только письма Богдана Хмельницкого чего стоят. Ты же помнишь, как он про его письма рассказывал, Ты знаешь, Володь, я, скорее всего, упустила этот момент. Дело в том, что Тигран во время просмотра несколько раз уходил с ноутбуками и ненадолго закрывался в ванной. А что, так можно было? Да, но потом возвращался весь такой довольный, слегка вспотевший, и мы снова продолжали смотреть это интервью. Кстати, Маргарила, а сколько там у интервью уже просмотров? Ну, Володь, смотри, чтобы не соврать... Да что ты стесняешься? Можешь спокойно врать, нам же за это деньги и платят. Я думаю, где-то уже, наверное, 1 миллиард. Всего лишь? А что так мало? Мои выпуски и то больше набирают. Нет, ну это только за первый день. Так-то, я думаю, уже 10 миллиардов, если не 20. Ну а сам понимаешь, где 20, там и все 30. Маргулис, ну ты тоже не перегибай. Людей-то на Земле всего 8 миллиардов. А кто тебе сказал, что это интервью смотрели только люди? А как же звери? Насколько я знаю, Медведев смотрел его с Белочкой, Шойгу с оленями. Уверена, Лавров с родственниками всем табуном посмотрели. Ну, это понятно. Слушай, а какая, кстати, была реакция на это интервью у западных лидеров? Ты знаешь, как по мне, они высказались довольно-таки бодро, но едко. Что ты говоришь, боброедка? Да не боброедка, говорю, а бодро и едко. Да я понял, боброедка, просто решил переспросить. Ну, очевидно же, что их, так сказать, задело за живое. А по-другому и быть не могло. Это интервью закончилось так, что мы с Тиграном, когда смотрели его, оба прослезились. Ты знаешь, я, если честно, тоже. До сих пор после всего услышанного уши слезятся.